Ну, я тут маленько пены нанес, пускай она пока поработает, а я еще помазочек догружу. Когда мало воды, мне очень нравится структура у этого мыла. Посмотрите сами. То есть вот как оно выглядит. Ну, оно отлично выглядит. Да, я знаю, что есть люди, которым это мыло не зашло, но знаю косвенно. То есть где-то такого, чтобы человек аргументированно вышел и сказал: да, ребят, я купил это мыло, вот так, так, так и так по полочкам. Я такого еще, к сожалению, не видел. Если такое есть, ткните носом, пожалуйста, ребят. Ну а есть категория людей, которые без царя в голове, оголтелые, не попробовав продукта, только слышав о нем, какие-то свои мнения о нем высказывают. Ну, таким источникам, как правило, доверия-то особого нет. Ну, о чем с такими людьми говорить-то? Да не о чем. Ну что, компресс и начинаем. Так, ну здесь воды маленько есть, я, наверное, на помазок вообще ничего не буду добавлять. Сейчас так и пойдем сразу. Лиза, я не знаю, слышишь, не слышишь? Там вот заяц разоряется. Уже осень, а у мужика весна пришла. Это он девушкам песни поет. Итак, ребята, сегодня я проводил заточку несколько поиначе. Более подробно я вам сейчас расскажу об этом на крупном плане. Ну а вы идите, смотрите и догоняйте. А я начинаю. Так, стоп. Главное правило. И пацаны-то сколько об этом говорили. Руки должны быть сухие. Сегодня, парни, я изменил несколько схему работы. Пробежал бритовкой, как обычно, по всем камням, то есть по кутикуле, по сланцу немецкому, послушав вас, попробовал даже на оливковом масле, на сланце, но ничего мне не понравилось, потому что оно там реально по слою масла плавало. Я его потом смыл опять под струей воды, и тогда только РК у меня добралось до камня. Потом опять прошел по матерчатому ремню, шел на кожу, пошел проверять. Не понравилось мне, как он берет волос. И все изменения, которые я внес в сегодняшнюю тему, это вот этот бор, который мне попал благодаря Урмасу. У него две стороны, черная и красная. Черная это у нас, грубо говоря, правка перед бритьем. Красная это если бритва уже поизносилась, ну и там надо что-то пободрее сделать. Она, как обратите внимание, уже видите, маленечко вот в таком состоянии. Если кто в курсе, в теме, скажите, это можно исправить или уже все, или надо просто кожу брать, менять и ставить сюда что-то другое. Но проходил я сегодня только на черной стороне. Дощечка мне очень нравится, она информативная, она классная, и все обременения, которые она будет на вас накладывать, это только когда в коробочку складываете, обратите внимание, что у вас на бумаге, чтобы вы на красную сторону заходили красной стороной, а на черную черной, и никак не наоборот, чтобы вы абразивы не спутывали, вам это ни к чему совершенно. А плюсы же деревяшек, ну, один очевидный, несомненный для новичков. Это пока вы руку не набили, и заходя на ремень, у вас все-таки высокая вероятность того, что вы РК завалите. А на досточке она минимизируется, потому что досточка задает форму, и каждый раз, когда вы на ровной поверхности работаете, у вас меньше шансов, что вы свою же собственную РК и завалите. А потом, когда вы уже и Крым-Рым пройдете, и будете уже матеры, как он Будулай там, или Александр Подолян, или остальные парни, вот тогда уже можно там ремень, то есть все, 5-10. Ну, это я вот так думаю. Насколько я ошибаюсь, ну вот из комментариев-то, из ваших, и узнаю. Что же получилось? Не знаю, насколько вам будет видно, но я постараюсь.
это как-то как можно больше было в фокусе. Ну вот, лично для меня было тут два вопроса. Первый, это волос резался, да, после ремня, но мне приходилось помогать ему, то есть я вот так сильно давил. И была не проточена где-то на последнем сантиметре пяточка. После борда удалось добиться следующего. Непроточенность на пяточке у меня сместилась еще на 5 миллиметров. Теперь только где-то вот в этом диапазоне реза нет. Зато первоначально у меня был просто неуверенный рез на носочке. А после того, как я еще прошелся на борде, на деревяшке, у меня на носочке появился рез, и достаточно уверенный. И не такой, как вот после ремня, то есть мне приходилось там усилия прилагать, а достаточно такой бодрый. То есть я подносил волос, и он тырц и отлетал. А там мне приходилось, когда я подносил, еще вот так вот его продавливать, и только после этого он отлетал. Ну, то есть вот такая вот разница. По тесту на волос все-таки есть отличие от предыдущего. Как это будет в бритье, ну вот сегодня и узнаем. И да, бритовка. Бритовка от Урмаса. Немецкая, Золинген. Forge и White. Не знаю, получится, не получится вам на зайчик вывести. У нас есть специалисты, которые по проблеску на РК уже могут судить, насколько хороша, нехороша выточена бритва. Ну, это, конечно, как, это имховщина, то есть это достаточно условно, но тем не менее, какие-то свои показатели ребята уже на этом могут улавливать. Ну вот она, моя красотка. Ну все, что, пошли бриться. Во. Я сейчас чувствую, во-первых, ход другой, такого хода раньше не было, он мягче гораздо. По звуку, вероятно, сами все это определили. И плюс я сейчас почувствовал отсутствие влаги, то есть мне ее там явно не хватает, бритва стремится к залипанию. Сейчас воды чуть-чуть добавлю. У меня там тряпочка из кармана болтается. Вот ей я и пену-то выбираю. Вы слышали это? Этот звук вы слышали? Это
сука, я сделал, я заточил вот этими вот ручками, благодаря Урмасу. Она никогда раньше так не звучала. Правильно пацаны в комментариях под прошлым видео писали: Вадим, блин, что там у тебя гремит, как фанера, там та-та-та-та-та. А сейчас этот грохот, он уже перевоплотился в некий шелест. Понятно, что человек, который опытный, он, взяв вот это, попробовал, скажет: Вадим, ну как бы надо еще. Целиком и полностью согласен. Но я-то учусь. Я учусь. И сейчас я уже, вот в этот раз я пошел по тому, как вот и Урмат говорил, и многие другие. Пробуй по-разному. В этот раз ты вот так сделал, видишь улучшение. По много не делай, по чуть-чуть, по децилу. Улучшение увидел, повтори. Улучшение увидел, повтори. Если, допустим, попробовал что-то маленькое, не получается, пробуй по-другому. И вот сейчас в этот раз только то, что я дощечку внес, уже многое изменило. Вероятно, еще моя техника правки на ремне не настолько хороша и далека от совершенства, что все-таки что-то я там на РК какую-то плюху ставлю. А тут, получается, после ремня я попробовал, не понравилось, и ничего не делал больше, сразу на дощечку пошел. Опа! Улучшение об лицо. Так вот, другим разом, я думаю, что сделаю так. Катикула, немецкий сланец, и уже после этого никуда не пойду. Даже этого самого не будет, как его, конопляного ремня. Я, наверное, сразу пойду на ремешок, на дощечку. Именно на красную, на черную сторону. Это та сторона, которая взбадривает, она не затачивает. То есть она самая-самая меленькая. И вот проверю, что тогда будет. Но это тогда, другим разом. А сейчас я пока кайфую. Блин. Так, ну ладно, так, успокойся. Так, парни, не матерые, а новички, которые. Знаете еще из-за чего тормозить будете? Потому что сразу много всего в голове нужно держать. Во-первых, не знаете, как поставить руку. Во-вторых, как вести. Потому что только начинаешь вести прямо, тут тебе сразу же в голову все те информационные потоки, которые тебе говорили, не надо так, надо... Это ты рубишь, постарайся секательными, и только ты это начнешь делать, а тут хлоп, в другое ухо тебе орет. Так не только секательными, а еще кистью. И вот это вот все должно устаканиться. А у тебя ничего не получается, оно у тебя залипает, и тут с третьего уха тебе орут. Слышь, так, блин, какую ты пену сделал, добавь водички, там же, нафиг тебе все эти, нарко иди возьми, будет нормально. То есть вот это все в голове, как вот 100-500 людей, и каждый тебе подсказывает, кого слушать, кого не слушать, себя или их, и как это все соединить вместе. Вот это в голове происходит, понимаете? И это будет происходить до тех пор, пока весь этот гомон информационный, который у тебя в голове, не будет выливаться в какую-то конкретику, наработку твоей моторики, на понимание сути процесса, где ты сделал правильно, где ты неправильно. Ага, что-то там у тебя залипло, это мыло. Ага, вот тут что-то секанул, сам сыканул или как-то повел неправильно. А кто тебе говорил так делать? Помни, ты идешь на подбородке, а на подбородке радиус меняется. Так не веди как дурак так, иди по радиусу меняй. То есть вот это все, когда у вас сформируется, вот это будет и есть вот процесс обучения. И вот сейчас я вот с этим, сука, воюю. Ну по кайфу, ребята, блин, реально по кайфу. Так, харе, давайте второй проход. Ну, как по мне, тут явно влаги было много.
И то мыло, которое могло бы еще послужить для пены, я его разогнал. Так, где тут полотенце-то было, блин? Ну вот что получилось, что получилось. Сейчас попробую то, что еще не пробовал. Сразу против шерсти. А потом, что останется, уже добривать. Не знаю, что получится. Это в качестве эксперимента. Два варианта удобные для меня. То есть беру в правую руку и иду так. И беру правая сторона, левая рука. Тоже как бы удобно. Вот сейчас, наверное, вот с этого и начну. Так. Так, а еще опытные товарищи подсказывали как-то снизу. Я вот так ни разу так и не сразу-то и не понял. Блин. Не понял. Ну вот тут глупость, да? Да. Вот хорошо, что вы сказали. Я услышал так прям. Надо было вначале вот так пройти, а потом уже вот это. Потому что тут самые твердые волосы. И я их сразу в лоб. Но это тупость. Тупость. Пардоньте. Хорошо вовремя сообразил. И Михаил Гынин, и Антон, и Александр Тернавский, все там теория, то все. Хлопцы, да и что думать, не повторяешь? Да, конечно, повторяю. Одна фигня то, что ты стоишь пустой шаветкой машешь, что вот такой ты весь из себя красавец, ну прям Д'Артаньян, а все остальные вообще ничего не соображают. И только ты убрал эту шаветку, у тебя берешь уже реальный инструмент, куда что девается, все, испаряется. Вот эти голоса приходят, и вот это вот это и приходит. Да. Это неправильно. Так, пены нету. Вот это движение мне не нравится, что я сейчас делаю. Как-то его надо заменить. Вот это тоже не нравится. Хотя, в принципе, побрил нормально. А на какой его заменить? Ну вот это визуально смотрится. Так.
А, вот, 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 вот. Ну, это бывает так дело, у меня не получается. Каша мала. Каша мала. Ну, не такая, как первые разы, но все равно каша мала. М. Парни, я помню, вы говорили, усы снизу вверх не брей, там жесткие волосы. У меня, в принципе, получается, я поэтому и стараюсь так сделать. Ну вот. Ну, конечно, не без огрехов, но что-то получилось. Компресс автошеи. Пока сидел на компрессе, две мысли метались в голове. Хорошая и плохая. Хорошая – это то, что удалось бритву натащить лучше, чем в прошлый раз. А плохая – это то, что туплю по-прежнему. Ну, тот же самый Эдельштейн. Ох, это что это я такое сделал? Нифига себе. Ну вот представьте, что в голове, даже он это не убрал. Уходовые, хорошо вбиты в этот лосьон. Их прям чувствуешь, вот эту вот субстанцию, которая в руке раскатывается. Плюс неплохой летний запах. Не осенний, не весенний, не зимний, летний. Именно летний. Возможно даже... Вот что-то есть такое, что хочется сказать цитрусовое, но это не цитрусовое. Вот белая косточка перед глазами почему-то стоит, но цедры здесь нет вообще. Интересный запах. Софочка, ты Лизе пришла привет передать? Ребенок по своим делам пришел. Ну, девушка подглядывать не будем. Ребят, кто интересуется пробниками Автошеева, Дмитрий Дроздов, ссылку на него найдете в описании под видео. Ну а всем остальным добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. И если вдруг настанет тот момент, когда вам мои поползновения уже доедят и достанут, ребят, только скажите, я там втихушку как-нибудь сам все устрою. Не брошу однозначно, но просто я сам по себе представляю, что вот есть какие-то разумные пределы достаточности. То есть вот как только так, вот вы, короче, не молчите и говорите. Ну все, пока-пока, до новых встреч, ну и подписывайтесь на канал. С вами был я, Вадим. Пока-пока.